Всем привет! Это будет очень важная информация для тех, у кого нету никаких доказательств того, что они пребывали на территории Украины до полномасштабного вторжения, то есть до 24 февраля 2022 года. Это будет очень полезно вообще знать не только тем людям, которые собираются в Ирландию, либо сейчас в Ирландии, а вообще всем украинцам, которые собираются еще выезжать за пределы Украины, у которых нет просто никакого подтверждения, что они были на территории Украины, когда началась война. Это очень важно, потому что не все, поверьте, вот не все даже в 21 веке каются, а у всех есть онлайн-банкинг, все коммуналку платят, по-любому какие-то выписки там. Нет, куча людей, особенно стариков, которые получали свои пенсии и платили коммуналку, все на почтах, то есть все за них платилось, все это как-то делалось, и они этот цифровой след, да, нигде свой не оставили, вот нигде, вот что бы ты ни делал, ну нету, ну бывают такие люди, а сколько в Украине людей, которые, я извиняюсь, работали в черную, то есть получали зарплату в конвертиках, никаких карточек, никаких онлайн, даже у него есть счет, да, в банке, понятно, карточка, но он не пользуется, он не ложит деньги, он не оплачивает, нету никакого цифрового следа, а видите, большинство стран решило, что цифровой след это самое убедительное доказательство. Вот, например, вам пример Ирландии. А Ирландия решила, что только онлайн-банкинг, выписка это главное доказательство того, это невозможно подделать. Я уже в одном видео рассказывал, что можно перепривязать карты. Человек может находиться в любой другой стране, да, а карта может быть привязана к маме, к папе, к брату, и он может оплачивать Apple Pay в АТБ, в Сельпо и в остальных, да, магазинах, и оно будет в онлайн-банкинге высвечиваться, что ты в Украине это оплатил, ты находишься в Украине, украинские магазины, но по факту ты находишься в Германии, в Италии или еще где-либо. То есть это все можно делать без проблем. Я не пойму, почему именно взяли за основу именно выписки финансовых учреждений. Следующий момент, сейчас про этот метод, который я расскажу, он более даже правдив и больше его невозможно практически подделать, потому что он выдается официальным, вот именно официальной структурой государства Украины. То есть это у нас выдается, да, Державна прикордонна служба. То есть это государственное учреждение, вы понимаете, да, то есть это таможенная, то есть служба, то есть это официальный документ с QR-кодом, где можно его отсканировать и тем самым увидеть и подтвердить, то есть там будет бумага. Я оставлю все ссылочки в описании. Это очень важно. Многие не знают про это просто. Что есть, можно взять просто выписку, да, заявление, как хотите назовите это, о том, что вы на момент полномасштабного, да, вторжения не выезжали, были на территории, то есть вы не выезжали за пределы. То есть вашего движения никто не увидел. А это главное. Я сейчас назову, как называется структура при державной службе, да, при прикордонной службе, и как называется само заявление, и как оно выглядит даже. То есть скриншоты здесь будут появляться, плюс ссылочки все я оставлю. То есть это все по факту бесплатно. Но обратно же есть люди, туда просто добраться сложно, да, то есть вы понимаете, что такое прикордонная служба, это не просто что офисы, как у нас, да, вот эти вот ЦНАПы по всем городам большим, крупным. Нет, там, конечно, придется немножко либо ехать далеко, и есть обратно же посредники, которые предоставляют, за вас заполняют, отправляют, и потом ответ им присылается, они вам его возвращают. Обратно же это стоит денег, никого я пиарить не собираюсь, обратно же это самому все равно можно все сделать, но если человек не может по той или иной причине, то можно обратиться к специалистам. Смотрите. Еще раз повторяю, это подойдет тем, у кого нету никакого следа. То есть нету, он не пользовался по той или иной причине. Но нету, потерял. Сгорели, возможно, документы даже. Сколько людей, которые потеряли все. Но нету ничего. Подтверждения нету. Но человек говорит правду, да. Как доказать, ребята? А доказать можно с помощью того, что вам нужно обратиться в главный центр обробки специальной информации. Вот так называется этот отдел, в который нужно подать заявление. А заявление називається «Заява стосовно перетинення особою державного кордону». То есть перетинення – это вы перетинали кордон, то есть вы выезжали, вы его
переступали, да, и вы его каким-то образом выезжали за пределы Украины. То есть вот так вот называется вот это вот заявление. Пример заявления здесь будет скриншот. И люди, многие уже этим пользуются. То есть, что там будет написано, что такой-то, такой-то человек с такого-то периода, по такое-то, да, по такое число, например, по 24 февраля 22 года был на территории Украины, и он не выезжал за ее пределы. Он не выезжал за пределы, да, кордону, то есть за границу Украины. Все, вот это главное доказательство. Там будет еще QR-код, где вы можете, уникальный номер, где вы переходите, вас переносят обратно же на этот сайт и пишется номер заявки, туда-сюда, все это правда, то есть все это можно проверить. Вот я не понимаю, почему до сих пор страны Евросоюза не то, что до этого не додумались, а не просят вот это вот заявление, да, вот эту вот бумагу, которая выдается официальными структурами. Банк, как ни крути, банки есть коммерческие, то есть это коммерческие структуры, которые по той или иной причине могут, да, там как-то, не знаю, работать не так, как надо, но это государственная, официальная, как говорится, организация, которая никаким образом, ну, не будет, да, там, лукавить, либо что-то изменять. Коррупция то везде есть, это понятно, но я имею в виду, что это официальный документ. Это документ с печатями, с подписью, с QR-кодом, с номером заявки уникальным, да, который выдается там в одной справке, один номер. Я к этому веду, то есть я это все узнал, увидел. И многие люди уже этим пользуются, потому что у людей, не все люди подкованы. Куча, еще раз повторяю, людей, стариков особенно, да и среднего возраста, 50 плюс, там, до 60, тоже многие люди, ну, в семье-то, например, да, у жены есть подтверждение всего, а у мужа нету. Ну, вот так бывает, что один человек только ведет все вот эти дела, да, этот вот информационный и вот этот, да, финансовый, электронный след у него есть, а у другого нету. Он просто подается туди, в Державну прикордонну службу, просить вот эту заявку стосовно перетинення особою державного кордону в головний центр обробки специальной информации. Все, он подает вот этот вот, центр обробки, да, специальной информации. Все, вот это заявление, получает ответ, если он реально был на территории. А как они определяют? То есть загранпаспорт, биометрия. Ты же постоянно, чтобы выехать тебе за границу, ты обязан предоставить свой загранпаспорт. Тебя пикают, тебя вносят в базу данных, и все. Ты в базе данных уже того, и там прям написано, когда ты выехал, когда заехал, там все движение будет отображаться. То есть там даже можно попросить, чтобы они еще распечатали лист прям вашего перемещения вообще там за все годы, хоть хочешь с 91-го года. Пожалуйста. То есть, если человек вообще не выезжал ни разу за границу, то он предоставит, вот, а ни разу не был, вот, впервые выезжаю, вот мои все доказательства. Нет у меня онлайн-банкинга, ну, нету ничего у меня, нет никаких подтверждений. Ну, не вел я такую, да, активную жизнь, все там, не знаю, чеки выкидывал, оплату коммуналки выкидывал, докторам, не знаю, там, не обращался, ну, не ходил там, не знаю, годами. Бывает такое? Да, бывает, конечно. Бывает, люди реально живут своей жизнью, им не нужны все вот эти вот блага, онлайн там сервисы, Apple Pay, обычные, блин, телефон кнопочный, все, телевизор, радио и гараж, блин, и в радости сидишь себе там, ковыряешься и так далее, то есть занимаешься, да, своими делами. Таких куча народу, которые жили по такому принципу. Так что знайте, что это отличный способ, и по возможности распространите это видео не только для тех, кто собирается в Ирландию именно приезжать, это для всех. Это в Германию, кто, не знаю, в Австрию, куда хочешь, в любую страну. Вы можете заранее взять эту вот справку, да, может, заявление, справка, не знаю, вытяг, как хотите назовите его, чтобы вы могли сразу, у вас оно было, и на всякий случай вы могли его предоставить. А оно официально, любой переводчик скажет, что это, да, это державный документ, это государственный документ государственного образца, который не просто Филькина грамота, не просто где-то там на коленке, там где-то в подъезде, в гараже или во дворе ты напечатал, и там баба Нюра подписала, и Маруся тоже там что-то подделала. Нет, либо на цветном принтере, да, вы там распечатали. Нет, это все официально и все на законных основаниях. Так что я советую всем, у кого нет
вот этого, да, таких доказательств, или они сомнительные, да, или вы боитесь, что этого ваших доказательств будет мало для того, чтобы получить временную защиту либо в Ирландии, либо в другой стране Евросоюза, или вообще в другой стране мира, неважно это какая страна. То есть эти доказательства вам будут только в плюс. Так что заходите на сайт, который я оставлю, то есть это сайт официальной Державной прикордонной службы, я тут ничего не выдумывал, там есть и email, вы можете связаться, там есть даже чат-бот в Телеграме, можете переписываться и спросить, как получить вот это заявление. То есть я все, что смог с своей стороны, я сделал для вас. Надеюсь, эта информация многим поможет, не то, что, да, выехать, а начать, в принципе, новую жизнь. Кто-то думал, что, да, все, не получится, не смогу выехать, подтвердить. Вот эта бумага, поверьте, это более важный документ, чем даже выписка с онлайн-банкинга, потому что эта бумага прямая, и она прямо утверждает и говорит, что вы никуда не выезжали, вы были на территории Украины до этих всех событий. Вы понимаете, это очень важно. То есть вы не выезжали за границу вообще, возможно, всю жизнь, да? И вот эта бумага, она подтвердит это. Так что пользуйтесь и обратно же распространите это видео, чтобы другие люди тоже знали, что у них есть такая возможность, такое доказательство. Потому что у нас привыкли так, что каждый себе, каждый только что-то узнал и только в себе держит. Я хороший узнал, я молодец, остальные пусть сами разбираются, сами как-то в этой жизни, да, двигается. Нет, я это узнал, я этим хотя не пользовался, но я понимаю, что у многих проблема с вот этими вот доказательствами. А вот эта бумага, когда любому офицеру либо инспектору объяснить, что это за бумага, то я думаю, вопросов просто априори не должно быть. Вот не должно быть, потому что это прям официальный государственный документ. Всем спасибо за внимание. Если это видео было для вас полезно, поставьте лайки. И если у вас есть знакомые, которые хотят выехать за пределы Украины, и у них мало доказательств, то обязательно скиньте, поделитесь с ним этим видео, чтобы они были в курсе событий, что у них есть такая вот возможность получить вот такое вот доказательство. Всегда на связи, всегда держу в курсе.